Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и мой сегодняшний собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Американский газ не проплывет. Экспорт США уперся в потолок. В июле экспорт американского СПГ практически не вырос, несмотря на привлекательные мировые цены. Причины – ремонты предприятий, жара, внутреннее потребление и сезонное снижение производства. Если Европа откажется все-таки от России и теряет катарские партии из-за Ближнего Востока, способен ли Вашингтон физически предоставить необходимые дополнительные объемы или придется экономить? Александр, вам слово. Ну, давайте вот с чего начнем. Вашингтон никому никакие объемы не поставляет. Это важно в самом начале обозначить, когда мы, в принципе, говорим про поставки газа из Соединенных Штатов куда-либо. Поставляют вообще, как правило, не американские компании, поставляют, как правило, компании из Европы и из Азии. У них контракт, я понимаю, наши постоянные зрители уже давным-давно в курсе всех этих обстоятельств, но вдруг вы первый раз слышите что-то на нашем канале о поставках американского газа. А до этого вы слышали, что американцы поставляют, американцы накручивают цены и прочее, прочее, прочее. Выглядит ситуация немножечко не так. Американские поставки газа базируются на простом принципе. Вы подписываете контракты с заводами, которые позволяют вам сжижать газ. И, как правило, эти контракты двух видов. Это либо контракт, который предусматривает, что вы арендуете мощности по сжижению, то есть вы сами идете на внутренний американский рынок, покупаете там газ, оплачиваете транспортировку, и вот вы уже оплатили сжижение этого газа, ну, по контракту с заводом. И вот эти все затраты формируют вашу себестоимость, точнее себестоимость вашего газа, который вы дальше куда-то повезете. А второй вид контрактов подразумевает, что завод сам покупает объем, оплачивает транспортировку, сжижает и отдает вам этот газ. Собственно говоря, в обоих случаях вы платите примерно одни и те же деньги. Просто как бы отличается уровень вашего беспокойства на внутреннем американском рынке. То есть либо завод сам выполняет за вас некоторую часть работ, либо вы берете на себя обязанность вот купить газ. Ну и в том и в другом случае завод обязательно будет получать плату за сжижение. И дальше вы либо компания Total, либо компания Shell, либо компания BP, либо там Орлен, Эни, СК и прочие, 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 подписавшие контракты с этими заводами, везете газ туда, куда хотите. Как правило, хотите вывести этот газ туда, где за него больше платят. И нету каких-либо ограничений. Так, например, китайские компании часть газа, который они имеют право брать на этих заводах, везли в Китай, но после начала торгового конфликта между США и Китаем такого рода поставки практически прекратились, просто потому что это невыгодно. Проще отвезти газ в Европу, чем в Азию вообще и в Китай в частности, потому что в Китае вам придется еще и повышенную пошлину за этот газ заплатить, а в Европе цены примерно такие же, расстояние от места производства меньше, значит, плата за транспортировку меньше, и получается, что ваша прибыль будет больше. Вот вы везете в Европу. Это все была преамбула. Если мы говорим про объемы производства, то действительно они росли. Вот в этом году исполнилось 10 лет с момента, как в Соединенных Штатах начали производить сжиженный природный газ и экспортировать, важно, и экспортировать его в таком вот масштабном объеме. И в текущем году, по прогнозам, которые еще в прошлом году озвучивало Управление энергетической информации, планировалось нарастить производство где-то на 15%. Это, мягко скажем, немало. Если вы производите там 150 миллиардов кубических метров, то дополнительные 15% это весьма-весьма значительная величина. Но суммарный прирост со стороны Соединенных Штатов должен был составить по итогам года не более 30 миллиардов кубических метров. Это не означает, что именно столько, но это вот некий потенциальный объем, это потолок, до которого чисто теоретически американские поставщики могли дотянуться. И когда, еще раз, мы говорим американские поставщики, мы несколько утрируем и упрощаем, чтобы не проговаривать каждый раз вот эту тяжеловесную формулу про поставщиков газа американского производства. Ну вот американские поставщики. Американскими поставщиками здесь выступают европейские и азиатские в первую очередь компании. Есть ли среди поставщиков, кстати, компании американские? Конечно, есть, но они занимают гораздо меньшую долю. Но вернемся.
отсутствие возможности нарастить поставки скажем, в июле относительно июня, это не какая-то большая беда. Это, это обстоятельство, точнее, это событие, которое упирается в два обстоятельства. Обстоятельство первое. Ввод мощностей, который был запланирован на первое полугодие, уже произошел, по сути. А с чего конкретно нужно увеличивать поставки? Ну и второе обстоятельство – летний период ремонтов. Действительно, летом часть мощностей останавливают на плановые ремонты. Это нормально. Это нормальная ситуация, которая позволяет вам поддерживать технику в рабочем состоянии. Периодически плановые ремонты нужно проводить на любом оборудовании, на любом предприятии. Производство сжиженного природного газа не является каким-то исключением. Ну, вот часть мощностей остановили. Если память не подводит меня, то Freeport LNG останавливали на ремонт. Freeport, кстати, в прежние годы обеспечивал поставку где-то миллиарда кубических метров в Европу, но это максимальный показатель, который можно было взять с этого завода и который, в принципе, исторически направлялся в Европейский Союз. Ну вот если вы ставите на некоторую паузу, то суммарные объемы производства у вас, конечно, сократятся. Однако, если даже опираться на те оценки, которые есть сейчас, сокращение там было незначительным. То есть там было 10,6 тонн, а стало 10,48 тонн. Ну, 100 тысяч, хорошо, 120 тысяч тонн куда-то делось за счет, в первую очередь, ремонтов, ну и разворота на внутренний рынок. И тут мы подходим к еще одному важному обстоятельству, которое мы должны будем проговорить при разговоре о производстве газа на территории США, возможности нарастить поставки, ну и вот об этом всем. Тайна раскрыта. Тюменская техника Case Guru производится в Китае, где сосредоточено 90% производства мировой электроники. Почему тогда на коробках техники Case Guru написано «создано в Тюмени»? В Тюмени инженеры продумывают характеристики и тестируют устройства. В Китае масштабируют производство. Глава компании Case Guru Вадим Боков, прозванный тюменским Илоном Маском, лично контролирует разработку. Вадим выпустил инновационные устройства для уборки по старинке, без химии, но по стандартам медицинской чистоты. Раньше после уборки полов болела спина, сейчас можно убраться без боли. С новинкой Case Guru беспроводным пылесосом TurboSeal. Рекордное соотношение длительности работы и мощности. TurboSeal очищает мебель на глубину до 10 сантиметров. Наши мамы и бабушки мыли полы вручную. Сегодня это делает робот-пылесос со станцией самоочистки. Case Guru самочист. Тюменский самочист проводит сухую и влажную уборку, сам очищается на станции и заправляется водой. Через встроенную камеру самочиста можно наблюдать за домом из любой точки города. Раньше мыли окна, подвергались опасности. Сейчас это делает робот-мойщик Case Guru Чистобот. Case Guru Чистобот отмывает 20 видов поверхностей, горизонтальных и вертикальных. Смотрите инновационные устройства Case Guru для уборки. Переходите по ссылке в описании или по QR-коду на экране. Забирайте промокод INFO2607 на скидку до 1000 рублей. То есть, еще раз, плановые ремонты и внутренний спрос. Да, они вот влияют на объемы поставок. Ну и кроме того, еще раз, да, плановые ремонты, ввод мощностей и уже произошедший рост поставок. Вот важные обстоятельства, мы их проговорили. Теперь про внутренний спрос. Смотрите, в Соединенных Штатах Америки, опять же, если отталкиваться от прогнозов, которые озвучиваются местным министерством энергетики, ну, точнее, их управлением энергетической информации. Так вот, рост производства, точнее, рост производственных мощностей в области сжижения природного газа опережает потенциальный рост добычи. Если мы посмотрим на текущую ценовую конъюнктуру, ну вот на американском рынке, мы увидим, что в целом котировки, как фьючерсы, так и спот, находятся на средних, более или менее, средних значениях для данного времени года. И это неплохо. То есть, если перевести их в более привычные нам величины, это чуть более $100 за 1000 кубических метров. Это, условно говоря, оптовая цена. То есть, если вдруг кто-то сейчас хочет посмотреть в свою платежку и сказать:
Да при нынешнем курсе я столько плачу. Нет, это оптовая цена, то есть конечный потребитель платит больше. Но вот от этой цены, там 100-110 долларов сейчас, вот, которые наблюдаются в Соединенных Штатах, я текущие котировки, которые нам озвучиваются, просто возьму и переведу более точно в привычные нам величины. Для этого мы берем, там, скажем, 2,7, умножаем на 35,5 и получаем, ну да, 95,85. Хорошо. То есть мы получаем около 100 долларов за 1000 кубических метров, опять же, если мы округляем. В отдельные периоды времени этот показатель подскакивает где-то до 110, ну вот где-то в этих промежутках. Хорошо, даже от 95 до 110 долларов он колеблется. И это неплохо. То есть это вполне комфортные цены, оптовые цены для внутреннего потребителя, с учетом того, что да, он платит больше, но его это устраивает. Он к этим ценам привык. Это не какие-то безобразия, которые творились, скажем, лет 5 назад во время первого энергетического кризиса, когда вслед за ростом котировок в Азии и в Европе котировки и в Соединенных Штатах поползли вверх. Но с точки зрения производителя все это довольно неприятно. По банальнейшей причине. Вы, в общем-то, вкладываете деньги в развитие добычи для того, чтобы, вы не поверите, заработать деньги. Не для того, чтобы Соединенные Штаты стали мировой энергетической державой. Не для того, чтобы Дональд Трамп мог похвастаться перед другими лидерами других стран тем, что смотрите, как много газа у нас добывают. Ну или Байден мог бы похвастаться, потому что при Байдене, в общем, тоже добыча газа росла. Нет. Компании вкладывают деньги, чтобы деньги заработать. А если вы не видите какой-то положительной динамики ценовой, если новые вложения приносят вам все меньше и меньше денег, или новые вложения будут приносить вам убыток, потому как новые вложения подразумевают вовлечение в производство более сложных участков, более капиталоемких участков, которые, ну, будут съедать всю выручку при продаже этого газа на оптовом рынке, то вы будете минимизировать свои вложения, обеспечивая небольшой прирост, либо нулевой прирост, но при этом поддерживая текущие показатели добычи. И тут мы приходим к следующему выводу. Европа в лице своего руководства вообще не очень заинтересована в стабильных поставках газа откуда-либо. Из Катара, из США. Но об этом мы, наверное, чуть подробнее поговорим в другой раз. А что касается возможности Соединенных Штатов удовлетворять растущий спрос, то эти возможности будут упираться, ну, с одной стороны, в то, что спрос в той же Европе особо не растет. Это плюс для тех реальных условий, в которых нефтегаз американский работает. А с другой стороны, внутри самих Соединенных Штатов будет все больше и больше обостряться противоречие между низкой динамикой добычи при низких ценах оптовых внутренних и высокой динамикой ввода новых мощностей по сжижению газа. И в какой-то момент Штаты просто не смогут поддерживать одновременно и внутренний спрос, который растет, и растущие поставки, которые, да, растут, несмотря на некоторые месячные колебания, и при этом наращивать должным образом добычу. Потому что для роста добычи нужны капиталовложения, а для того, чтобы в тех условиях, в которых работают американские нефтяники, газовики, поддерживать высокие капиталовложения, должны быть высокие цены. А это противоречит задачам сжижения и вывоза. На этом, дорогие друзья, все. Всего хорошего. Александр, спасибо за комментарии. Друзья, подписывайтесь на Геоэнергетика Инфо. А если хотите увидеться лично или даже пообщаться, ждем вас этой осенью на промышленном энергетическом форуме ТНФ Тюмени. Ждите эфиры и публикации с полей форума от нашей команды. Все ссылки в описании к видео и закрепленном комментарии. До новых встреч!